Хорошие саженцы не остаются. Хорошие питомники тоже не выращивают просто так. То есть все под заказ. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, Ох, 10, слушай, 11, 12, да. 13, 14, 15, 16, обалдеть. 17, 18. Ну, тут явно где-то 20, 25 где-то есть Ага. клубничек, да? Ну, насколько я понимаю, сейчас вот GT Agro, она забронировала порядка, наверное, 1 700 000 где-то саженцев, да? Ну, это в районе там 3 контейнеров. Почему бы не рекомендовать хорошие вещи? Уверенные, научно подтвержденные, да? То есть это не просто так же, да? За всем этим стоит наука, за всем этим стоят большие инвестиции. Ну что, наконец и я побывала в том самом волшебном месте, где саженцы были посажены гораздо раньше, чем у нас в агропарке в Новопокровке. Мы сейчас находимся на самом севере страны. Это Иссык-Кульская область, Тюбский район. И вот тут посмотрите, 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 какая красота! Одни листья что стоят? Листья, а ягоды вы просто посмотрите. Вот это размеры. 4 штуки даже не умещаются в ладошки. Ага, красавцы. Тут вчера прошел сбор. Его снимал наш коллега. Сейчас мы вам его покажем, как это все выглядело. Поэтому сейчас клубнички здесь не так уж и много. Но на подходе следующая партия. Я думаю, что нужно рассказать небольшую предысторию всего этого дела. Когда мы получили весной наши саженцы, мы решили их экспериментально посадить не только в агропарке, там, который рядом с Бишкеком, но и на севере нашей страны, в Иссык-Кульской области. И вот мы сюда привезли на 3 гектарах, здесь высадили те же самые калифорнийские саженцы. И вот сейчас можно с уверенностью сказать, что саженцы отлично себя чувствуют на нашей кыргызской земле, и что они дали просто отменный тот самый урожай, который нам бы хотелось получить в следующем году и в агропарке в Бишкеке. Просто посмотри на сами листья, да? Да, какие огромные. огромные. Да, вот моя рука. Угу. Да? Это еще рука пианиста, да? Вот. Соответственно, вот как рука, да, как ладонь. Поэтому, очень впечатляет то, что я видел в Америке, вот их в Калифорнии. Это, наверное, первое поле, которое близко по состоянию с тем, что я видел в Калифорнии. Здесь не так давно прошли сильные дожди, были заморозки первые, и вот ребята готовились, агроспаном закрывали, но слава богу, все прошло благополучно, ягодка перезимовала, так скажем, первую свою холодную ночевку. Вот сейчас, видите, он обрабатывает биофунгицидом, потому что здесь Дожди прошли. Угу, и грибков. он это обрабатывает. То есть, в принципе, даже вот после обработки, сам хозяин здесь, он говорит, можно, я говорю, можно кушать, он сам взял, съел, да, то есть это, говорит о том, что все
технологии должны выдерживаться, да, во всем, и тогда можно получить хороший продукт. Какую главную ошибку я здесь вижу, что здесь сделано неправильно? Мгм. Это вот просто давай вот обрати внимание, например, смотри, какая клубника, да, какая она огромная, и где она лежит. На земле. Она Мгм. лежит на земле, соответственно, как бы она пачкается, да, после дождей особенно это будет прям сильно ощущаться. И Мгм. очень много потом будут отходов выходить отсюда. Да? Подгнивать, потому что она в этих местах может Да, начать как да, минимум. да. Поэтому, ну, вот здесь, условно, высота где-то, может быть, 20-25 сантиметров грядки. Ну да. А если бы грядка была бы вот такой, как у нас в агропарке, вот, рядом с Бишкеком, то тогда это бы в любом случае она лежала бы вот где-то вот так. Висела бы уже. Висела бы, Мгм. и она была бы чистой. Даже если дожди были бы, дожди не вот от капли брызги, они не попадали бы на сами даже растения. А здесь, получается, они уже лежат на почве, и Мгм. поэтому, как бы, с одной стороны, качественные, классные саженцы, но грядка получилась Хочется, достаточно чтобы, да. маленькой. Да? Просто хочется подходить к каждому кустику и показывать, хвастаться даже. Это же вот просто гроздья, гроздья клубники на одном кусту. Конкретно вот это поле и то поле, здесь вот в основном высажены сорта Сан-Андреас от питомника Ласан Каньон. Это считается одним из лучших питомников в мире. Одни и те же сорта, но с разных питомников себя будут проявлять по-разному. Да? То есть может оказаться так, что вроде бы один и тот же сорт, но он себя очень плохо может показать. Так получилось то, что от Ласана Каньона вот в тот год был доступен только Сан-Андреас. Да? На продажу, да? Да, на продажу. Вот. А тут, получается, Монтерей, например, из других питомников, да, Альбион тоже из других питомников, поэтому, ну, нам сложно их сравнивать, но Мгм. мы можем сравнить, например, Сан-Андреаса американского, с американского Производство. питомника, да, и Сан-Андреасом, например, там, испанского питомника, да, и есть разница, то есть эта разница прям чувствуется. Вот, просто сейчас надо заценить само состояние растений, какие листья большие, как много плодов, как много цветов на кусте. Это, повторюсь, это не КСД сорт, да, это не короткого светового дня, которые вот массово Быстро. сразу все Мгм. дают, да, нет, это только первые, скажем, первый урожай. Потом дальше, то есть это будет, например, это посадили в конце весны, в начале лета этого года, Мгм. и вот за такое короткое время какое состояние растения. Вот смотри, Мгм. вот здесь просто тоже посмотреть. Вот с каждого этого прям очень много этих соцветий. Здесь вот, да, просто, ну, как бы они с двух сторон. Вот смотри, здесь как. Вот. Раз, два, три, четыре. Мелкие уже даже не буду считать. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, не знаю, тут, наверное, ну, штук 15-20 точно есть, да? А таких здесь достаточно много. То есть вот каждый куст, он сейчас просто налит. Слушай, а скажи, пожалуйста, насчет саженцев. Вот многие спрашивают, да, в комментариях, купить тоже хотят купить. Вот я так понимаю, что на следующий год мы как раз откроем, да, этот вопрос? Будут уже саженцы доступны для продажи? Вообще, оказывается, что я понял, саженцы закупаются гораздо раньше, чем вот многие, например, планируют там в мае посадить, да, в апреле, в мае посадить. И они вот там за 1 месяц до этого начинают просыпаться, вот мне надо бы купить. Нет, то есть бронируют их уже где-то в июле, в июне, может быть, даже еще раньше, бронируют. Почему? Потому что хорошие питомники сажают ровно столько, сколько на какую количество Продадут. есть предзаказы.
Потом в ноябре, например, сейчас вот в ноябре будет уже предоплату надо сделать. В ноябре. Чтобы там в феврале, в марте они могли отгрузить. Да? То есть в ноябре делают предоплату, потом, по-моему, тоже где-то в январе еще часть оплаты, и уже там в феврале, в марте конечная оплата, да, происходит. Но именно вот с таким подходом можно получить доступ к качественным саженцам. Я давайте расскажу вообще предысторию, да. То есть мы там 2,5 года назад основали ассоциацию. Потом мы что увидели? Мы увидели то, что есть очень много разных, скажем, разных саженцев. Есть там местные сорта, которые уже, эти, да, они такие маленькие, наши клубнички, да, они вкусные, но они мягкие. Которые текут уже через час. Текут, да, и потом ты как бы Не для экспорта. для варенья пойдет, но для далекого экспорта, в экспорт тоже идет, но опять-таки рынок, он ограничен, то есть определенная категория только может это покупать. Но если мы говорим про большие рынки, то надо идти в сторону мировых стандартов, да, как, например, Driscoll. То есть вот то, что у них в пластиковых контейнерах они продают, это уже большой рынок, миллиардный рынок, да. Компания, вот оборот компании Driscoll больше 5 миллиардов долларов в год, да. Например, только у клубники оценивается глобальный рынок, что к 2030 году он вырастет до 44 миллиардов долларов, да. Это только клубники. Вот это все исследование рынка, исследование понимания вообще технологий, я к чему пришел? К тому, что есть итальянская селекция, это Чиф, да, есть, скажем, американская селекция. Самая знаменитая американская селекция — это университета Калифорнии Дэвис. И они поставляют, то есть, например, турецкие саженцы, они были американской селекцией, да? Там испанские саженцы тоже американской селекции. Только Италия имеет свою селекцию, но итальянцы очень сильные больше, наверное, в короткого светового дня саженцев. То есть это то, что для нашего юга более подходит. Но у нас в 2024 году, по-моему, да, были достаточно такие большие дожди, и из-за этого КСД, он же разом дает много. И вот эти дожди привели к тому, что много клубника, она просто сгнила, там плесени много было. И экспортеры очень сильно пострадали на фоне этого. И при этом американская селекция, которая более твердая, да, то есть итальянская, она красивая, вкусная, но она мягкая, она мягче, чем американская. А в то же самое время фермеры, которые выращивали американскую селекцию, у них не было таких проблем. То есть она не так сильно гнила, как итальянская. Поэтому было принято решение 25-й год вообще посвятить поездке в Калифорнию, по знакомству с ними. И вот мы наладили вот такие вот очень тесные взаимоотношения. Я потратил, по-моему, провел 65 дней в Америке в 25-м году для того, чтобы добиться разрешения на поставки саженцев и открытие доступа к новой селекции, потому что там Альбион, Сан-Андреас, это все это старая селекция, да, мы получили доступ и к самым современным сортам, да. Это какие? У которых... Это вот Валиант, да, по-моему? Это Валиант, Виктор, Warrior, Мокси и так далее, да. Вот. И мы только в агропарке как бы делаем эти тесты, мы не даем эти саженцы закрытые в других местах, они не идут на продажу. Почему? Потому что мы взяли обязательство защищать их авторские права. Вот, поэтому пока как бы доступ для широкого круга есть. Вот Альбион — это самая старая, наверное, из всех, да. Сан-Андреас уже чуть более современная, Монтерей более современный. Вот можно их получать. То есть они открыты к Они открыты к продаже, да, и можно будет их попробовать. Но и опять-таки с нашей стороны, со стороны ассоциации, было принято решение, что нам нужен будет очень такой добросовестный поставщик, который потом... так не будет цены завышать, да? И цены не будет завышать, и он будет следить за тем, чтобы все было правильно, да, то есть, потому что у нас были поставщики, которые вроде бы открываешь им возможность, а потом они размешивают там, да, с не очень хорошими саженцами, и получается так, что
Короче, гарантии нет, что ты купил реально калифорнийский, да? Тебе привезли, Ну, точнее. дело не в этом, да, дело не только в этом. То есть вместе с хорошими поставлялись и не очень хорошие, с не очень хороших питомников, да? Бодяжили. Да, поэтому сейчас нами была определена компания GT Agro как поставщик американских, с американских питомников. Угу. У Проверенные. них, Мгм. соответственно, есть свои тоже обязательства, и они могут поставлять саженцы для широкого круга наших фермеров. Да? Все, супер. И вот как раз здесь мы сейчас дадим телефон Мгм. и оставим его в описании, Да. чтобы... Потому что, на самом деле, комментариев много, и пишут в личку, часто спрашивают, да, куда обращаться, Да. хотим такие. Ну, сразу всем нужно понимать то, что сами по себе американские саженцы с американских питомников, они не дешевые, да, и доставка, например, вот в прошлый раз вот этих растений с Мгм. Америки обошлась в районе $30 000 только за контейнер, да, стоимость доставки. И это опять-таки накидывает определенную стоимость. Плюс есть налоги. Мы убрали налог на импорт, но если для перепродажи, то поставка облагается налогом, да, на добавленную стоимость. Мы сейчас насчет этого тоже будем с правительством работать, чтобы, может быть, и этот Получится. НДС убрать, да, но на импорт убрано. Важно быть готовым, потому что это не дешевые саженцы. Но в чем, по крайней мере, съездив, да, посмотрев, почему я даже в нашем вот агропарке принял решение, что надо фокусироваться именно на американской селекции. Почему американская селекция и американские питомники, да? Почему? Потому что они нам показали все, как у них начинается, как у них Все стадии. чистыми, да, держат материал. Если сопоставлять тот подход и то качество подготовки саженцев с тем, что с другими, где я тоже ездил и видел то, как они там это все делают, я лично для себя, вот и в том числе для нашего вот агропарка, который реализуется совместно с ассоциацией, у меня нет никаких сомнений о том, что лучше брать хорошие саженцы. Почему? Потому что это опять-таки определяет где-то 80% успеха. Теперь такое видео с удовлетворенным вкусовым кайфом на лице есть и у меня. Обалденно. Она как яблоко. Ешь, 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 никак не съешь. Шестой укус.